Ты просыпаешься в панельке на окраине Перми. Обои отклеились еще при Ельцине. На кухне мама жарит яичницу, а ее сожитель Армен торгует обувью на рынке и делает вид, что он тут главный. Тебя зовут Колян Наумов. Тебе чуть за 20. Образования нет, профессии нет. Зато есть условная судимость за кражу канализационных люков. Ты сдавал их на металлолом. Бизнес-план уровня бог. Люк весит 40 кило, а стоит 300 рублей. Ты вынес 4 штуки, заработал 1200 и получил 2 года условно. Рентабельность минус бесконечность. Теперь ты стоишь перед выбором. Либо реальный срок, либо реалити-шоу. Телеканал предлагает эксперимент. За тобой будет ходить оператор с камерой и снимать каждый твой шаг. Условие одно – живи по закону. Для нормального человека это не проблема. Для тебя это как марафон на одной ноге. Ты соглашаешься, потому что тюрьма пахнет хуже, чем позор на всю страну. Добро пожаловать в реальность. Ты теперь звезда. Звезда пермского масштаба, но все же. Первый день новой жизни. Тебе нужна работа, официальная, с трудовой книжкой. Ты устраиваешься продавцом в салон сотовой связи. Твой коллега — Эдик, метросексуал из Перми. Это как единорог. Все слышали, никто не видел. Эдик следит за бровями, пользуется кремом для рук и знает, что такое тоник. На районе его считают инопланетянином. Ты продаешь телефоны людям, которые и без тебя знают, чего хотят. Твоя задача — не украсть. Звучит просто, но участковый Ознобихин уже в первый день подозревает тебя в краже мобильника у клиента. Ты не брал, но кому интересна правда, когда есть судимость? Ознобихин — это совесть в погонах. Бывший мент, который верит в закон так сильно, что даже его помощник Базанов боится лишний раз чихнуть. Базанов, кстати, влюблен в бывшую одноклассницу Настю Иванчук. Настя работает проституткой. Базанов работает помощником участкового. Любовная история, от которой Шекспир бы повесился. И тут в салон связи заходит она, Лера Аборина, бывшая одноклассница. Когда-то вы жили в одном дворе. Она была обычной девчонкой с косичками. Теперь она дочка бизнесмена, студентка, гламурная красотка. Она оплачивает мобильную связь, и на чеке остается ее номер телефона. Ты смотришь на этот чек, как на лотерейный билет. Ты звонишь, приглашаешь в ресторан, не подумав, что в ресторане цены. Ты можешь оплатить только кофе, один, себе. Но это не важно, потому что в ресторан приходит ее парень Вадик из Москвы и унижает тебя при всех. Ты сидишь с одним кофе, без денег, без достоинства, но с мечтой. У тебя уже есть девушка, Машка, простая, своя, с района. Она тебя любит, ты ей пользуешься. Машка — это запасной аэродром, на который ты садишься каждый раз, когда Лера тебя отшивает. А отшивать она будет часто. Чтобы произвести впечатление на Леру, ты записываешься на бальные танцы. Реальный пацан на паркете — это как медведь в балете. Бабушка из ДК пытается научить тебя вальсу. Ты наступаешь ей на ноги чаще, чем дышишь. Антоха и Вован, твои лучшие друзья, приходят посмотреть. Они работают в автосервисе. Антоха рыжий, наглый и считает себя бизнесменом. Вован лысый, добрый и не самый сообразительный парень в Перми. Вместе вы – банда. Не криминальная, просто очень невезучая. Вы идете на вечеринку. Ты танцуешь так, что люди думают, у тебя припадок. Но тебе все равно. Ты делаешь это ради Леры. Параллельно Антоха и Вован пытаются проникнуть в женское общежитие медицинского института. План гениальный, исполнение катастрофическое. Антоха получает в глаз, Вован получает по самооценке. Вечер удался. Ты понимаешь, что на одной зарплате продавца Леру не покорить? Ее отец, Сергей Иванович Аборин, человек с деньгами и взглядом, от которого хочется извиниться за свое существование. Он предприниматель, серьезный мужик. Когда он смотрит на тебя, в его глазах читается один вопрос – зачем? Ты берешь машину из автосервиса пацанов, чтобы приехать к университету и случайно встретить Леру. Приезжаешь, паркуешься, блокируешь джип Сергея Ивановича. Он выходит, и ты понимаешь, что карма – это не буддийская концепция, а пермская реальность. Ты не можешь признаться, что это твоя машина. Аборины подвозят тебя до дома. Ты бежишь обратно к тачке, которую ребятам придется срочно чинить. Мама тем временем узнает, что Армен женат, и у него есть дети. Скандал? Нет. Марина немного поплакала, посмотрела фото его детей и приняла ситуацию. Пермская женщина непобедима.
Иваныч предлагает тебе работу курьером. Ты бросаешь салон связи. Теперь ты развозишь документы для человека, который мечтает, чтобы ты исчез из жизни его дочери. Одна из доставок приводит тебя к двери Леры. Она дома с подвыпившей подругой Викой. Вика закрывает ключи в машине. Ты героически разбиваешь стекло. Везешь Вику в автосервис к пацанам. Чинишь стекло, спасаешь ситуацию. Но пока ты спасал чужие проблемы, свою работу ты завалил. Документы не доставлены. Иваныч недоволен. Ты выбрал между карьерой и Лерой. Лера победила. Карьера проиграла, как обычно. Участковый приходит проверять документы Армена. Паспорт находится. В паспорте штамп о браке. Марина все уже знает. Армен делает виноватое лицо. Жизнь продолжается. У вас с Машкой полгода отношений. Она хочет маленькую собачку. Гламурную, как у богатых девочек. Ты спрашиваешь у Эдика, сколько стоит такая собачка. 20 тысяч. Твоя зарплата за 2 месяца. За собаку, которая помещается в карман. Лера случайно говорит, что ее подруга продает таких. Вы договариваетесь встретиться в ночном клубе. Ты идешь в клуб, где тусуется Лера. Эдик помогает тебе одеться. Секонд-хенд – твой дизайнер. Ты входишь в клуб и видишь Леру. Она танцует со своим московским Вадиком, тем самым, который унизил тебя в ресторане. По слухам, они скоро женятся. Ты стоишь у стены с бокалом дешевого коктейля и понимаешь, Лера – это другая вселенная. Ты решаешь, что Машка – твоя судьба. Но ты не знаешь главного. Вадик только что изменил Лере в туалете этого клуба. Судьба готовит тебе сюрприз. Лера узнала про измену, напилась до состояния, в котором принимаются худшие решения в жизни. И пришла к тебе домой, среди ночи, пьяная. Ее рвет. Она ведет себя отвратительно. Предлагает тебе вещи, о которых утром будет жалеть. Но ты, Колян Наумов, пермский гопник с условным сроком, поступаешь как джентльмен. Ты не трогаешь пьяную девушку, укладываешь ее спать. Утром она смущена и хочет сбежать. Ты провожаешь, предлагаешь встречаться. Она отказывает, но разрешает позвонить. Вечером вы должны пойти в кино. Ты летишь к пацанам, счастливый. Пьешь коньяк за будущее. Лера пьет мартини с подружками. Подружки внушают ей, ты не можешь встречаться с гопником. Лера отменяет встречу. Ты приглашаешь Машку. Лера перезванивает. Ты отменяешь Машку. Лера приходит пьяная и говорит, что уезжает в Лондон. Ты остаешься с разбитым сердцем и 2 отмененными свиданиями. Пацаны тащат тебя в стрип-клуб. Лечить душу. Антоха перед выходом пробует какую-то наливку и начинает вести себя как берсерк. В клубе он цепляется к чеченцам. Ситуация на грани. Но участковый Ознобихин, который оказывается в нужном месте в нужное время, заменяет стрелку на футбольный матч. Гениальный ход. Вместо поножовщины – спорт. Пацаны против чеченцев. Все приходят болеть. Машка не спускает с тебя глаз. Вы проигрываете. Чеченцы наказывают вас физическими упражнениями под надзором участкового. По дороге домой Машка просит вернуться. Ты отказываешь. Ты еще надеешься на Леру. Эдик тем временем встречается с Валей, лучшей подругой Машки. Валя – девушка с характером. После каждого раза в постели она говорит Эдику, что он плох. Эдик сбегает. Валя не успевает объяснить, что это был ее способ мотивации. Из армии возвращается бывший парень Машки, тот, которого она не дождалась. Он зол. Валя бежит к тебе. Защити подругу. Ты идешь на стрелку. Армеец называет Машку нехорошим словом. Ты бьешь. Оба в полиции. Но он не пишет заявление. Машка благодарна. Пытается использовать момент, чтобы вернуть тебя. Антоха и Вован в это время покупают кроликов на разведение. Бизнес-идея века. Но кролики оказываются одного пола и проявляют друг другу подозрительную нежность. Пацаны в панике. У Армена болит спина так, что он не может разогнуться. Марина отправляет его в поликлинику по документам Колина. Врач удивлен, что 20-летний парень выглядит как 40-летний армянин. Но в Перми и не такое бывает. В город приезжает группа мальчишник. Все идут на концерт. Ты снова с Машкой. Она сделала жуткий маникюр с когтями, чтобы тебя возбудить. Ты говоришь, что это безвкусно. Она расстроена, уходит курить в туалет. Там встречает солиста группы и рассказывает случайному знаменитому мужику все про вашу личную жизнь. Что ты закрываешь ей лицо полотенцем во время секса. Что ты думаешь о другой. Солист в шоке. Ты в неведении. Машка возвращается с красными глазами. Вечер испорчен. Но вы все равно вместе. Потому что в Перми выбор невелик, а одиночество пахнет еще хуже, чем компромисс. Базанов продолжает ухаживать за Настей Иванчук. Он носит ей цветы на работу. Она работает на трассе. Картина маслом.
Ситуация обостряется. Машка заявляет, что беременна. У тебя земля уходит из-под ног. Ты не готов быть отцом. Ты едва справляешься с ролью продавца телефонов. А тут ребенок. У Леры тем временем появляется новый ухажер. Красивый, богатый, из ее мира. Пацаны пытаются тебе помочь, но помощь от Антохи и Вована – это как первая медицинская помощь от пациентов психбольницы. Они добрые, но результат непредсказуем. Армен ищет покупателей на партию похоронных костюмов. Откуда у продавца обуви похоронные костюмы? Не спрашивай. В Перми товар находит хозяина сам. Ты идешь на благотворительный вечер с Настей Иванчук, чтобы вызвать ревность у Леры. Проститутка в качестве спутницы на светском мероприятии. Что может пойти не так? Все. Беременность Машки оказывается ложной тревогой. Ты выдыхаешь. Но Лера от тебя все дальше. Ты мечешься между двумя мирами. Мир Машки – это район, чебуреки, пиво у подъезда. Мир Леры – это рестораны, университет, разговоры о вещах, от которых у тебя болит голова. Ты хочешь в мир Леры, но не знаешь пароля. Пацаны придумывают очередной бизнес. Детали меняются, суть одна. Сначала восторг, потом катастрофа. Антоха генерирует идеи со скоростью пулемета. Вован поддерживает каждую без фильтра. Ты в автосервисе как дома. Тут пахнет маслом, мужской дружбой и плохими решениями. Участковый вызывает тебя на очередную отметку. Ты сидишь перед ним как школьник перед директором. Ознобихин читает тебе лекцию о жизни. Ты киваешь. Не потому что согласен, а потому что хочешь уйти быстрее. Пацаны предлагают покатать Леру на лимузине. Идея шикарная, бюджет нулевой. Но лимузин находится. Каким образом, лучше не знать. Лерины подружки Олеся и Вика не хотят отпускать ее одну с 3 пацанами. В итоге в лимузин набивается толпа. Гламурные девочки и районные пацаны в одном автомобиле. Это как смешать шампанское с самогоном. Пенится, но пить невозможно. Лера приглашает всех к себе. Папа Иваныч в ужасе. Его дом заполнили люди, которых он мечтал никогда не видеть. Но Лера счастлива, и это единственное, что имеет значение для Иваныча. Он купил дочери и будущему зятю квартиру. Правда, нужен ремонт. И ты знаешь 2 отличных работников – Антоху и Вована. Они сделают из квартиры конфетку. Или руины. Вероятность 50/50. Ты и Лера, наконец, вместе. Официально. Она предлагает сходить в театр, пацаны зовут на футбол. Классический мужской конфликт. Культура или пацаны? Ты выбираешь театр, потому что Лера смотрит на тебя так, что отказать невозможно. В театре ты засыпаешь на первом акте, просыпаешься от аплодисментов, делаешь вид, что тебе понравилось. Лера верит или делает вид, что верит. В отношениях это одно и то же. Пацаны обижены, ты их бросил ради бабы. По пацанским понятиям это предательство. Но ты разрываешься. Ты хочешь быть с Лерой, но без пацанов ты никто. Они твоя семья, настоящая, кровная, та, которая не по документам, а по дворовым кодексам. Ты пытаешься совмещать. И это как жонглировать гранатами. Рано или поздно одна рванет. Лера бросает тебя. Причина – ты слишком пацан. Недостаточно интеллигентный, недостаточно культурный, недостаточно все. Ты в депрессии. Машка тут как тут. Утешает, кормит, согревает. Ты оказываешься в ее постели. Потому что в момент слабости человек идет туда, где его принимают без условий. Утром ты понимаешь, что натворил. Лера узнает. Теперь ты потерял обеих. Машка злится, что она вечный запасной вариант. Лера злится, что ты ей изменил. Технически вы расстались, но женская логика не знает таких нюансов. Пацаны смотрят на тебя с сочувствием. Даже Вован, который не понимает женщин от слова совсем, качает головой. Ты сидишь в автосервисе с бутылкой пива и думаешь, как все это починить. Антоха предлагает план. Вован поддерживает. План безумный, но других у вас нет. Ты начинаешь операцию по возвращению Леры. Цветы, извинения, широкие жесты. Ты даже пытаешься читать книги, которые она любит. После 3 страниц у тебя мигрень, но ты не сдаешься. Лера сопротивляется. Ее подружки настаивают. Он тебя недостоин. Но сердце плохой советчик, и оно голосует за тебя. Медленно, со скрипом, Лера оттаивает. Ты водишь ее в кино. Не засыпаешь. Прогресс. Готовишь ужин, пельмени, но с душой. Она улыбается. Иваныч смотрит на все это с выражением человека, который наступил на грабли и ждет удара. Он знает, что ты облажаешься. Вопрос только когда. Но пока ты стараешься. И старание — это единственное, что у тебя есть. Ты не богат, не умен, не образован, но ты упертый, как пермский мороз. И Лера начинает это ценить. Приехала мама Леры из Испании.
Она давно живет за границей и знать не знает, что ее дочь встречается с бывшим уголовником. Знакомство с тещей – это испытание для любого мужика. Для тебя это финальный босс. Ты надеваешь лучшую рубашку. Эдик подбирает тебе одеколон. Ты приходишь на ужин. Мама Леры оценивает тебя взглядом рентгеновского аппарата. Ты пытаешься говорить умные вещи, получается средне, но ты обаятельный. Это твое единственное оружие. Добрая улыбка и честные глаза. Теща не в восторге, но и не в ужасе. Ничья – это победа. Валя и Эдик продолжают свои странные отношения. Валя командует, Эдик подчиняется. Не потому что хочет, а потому что боится. Валя – это стихийное бедствие в юбке. Ей не нужен мужчина, ей нужен заложник. Вы с Лерой празднуете День Святого Валентина. Ты случайно находишь подарок, который она тебе приготовила. Флакон духов. Дорогих. Ты в панике, потому что твой подарок – плюшевый медведь с рынка. Срочно нужно что-то придумать. Пацаны помогают. Антоха и Вован пытаются инсценировать ограбление, чтобы не платить за машину клиента, которую сами же сломали. Эти двое способны превратить любую ситуацию в катастрофу с элементами комедии. Вечер с Лерой проходит нормально. По твоим стандартам нормально – это значит, никто не пострадал и полиция не приехала. Ты даришь ей медведя. Она улыбается. Не потому что медведь крутой, а потому что ты старался. В этом весь ваш роман. Она любит не за то, что ты даешь, а за то, что пытаешься. Ты решаешь сделать Лере предложение. В кругу родственников. Обе семьи за одним столом. Наумовы и Оборины. Это как посадить кошку и собаку в одну клетку и надеяться на мир. Марина пьет и говорит лишнего. Армен молчит и ест. Иваныч сидит с каменным лицом. Мама Леры вежливо улыбается, но в глазах паника. Пацаны где-то рядом создают фоновый хаос. Ты встаешь, берешь бокал, набираешь воздух. Говоришь слова, которые репетировал неделю. Лера плачет. От счастья. Говорит «да». Иваныч пьет залпом. Не от счастья. Ты надеваешь ей кольцо. Оно слегка велико. Как все в твоей жизни. Почти идеально, но с поправкой на реальность. Свадьба назначена. Ты будешь мужем дочери бизнесмена. Гопник женится на принцессе. Пермская сказка. Подготовка к свадьбе. Денег нет. Иваныч платит за все и ненавидит каждый потраченный рубль. Ты выбираешь костюм. Эдик помогает. Без Эдика ты бы пришел в спортивном. Антоха и Вован назначены свидетелями. Два человека, которых нельзя подпускать к ответственным задачам, получают самую ответственную задачу. Машка узнает про свадьбу. Плачет. Валя утешает ее единственным способом, который знает. Руганью в адрес всех мужиков. Вазанов получает приглашение. Берет с собой Настю Иванчук. Участковый берет с собой чувство долга. Марина шьет себе платье. Армен надевает свой лучший костюм. Единственный костюм. Все готовы, кроме тебя. Ты стоишь перед зеркалом и не узнаешь себя. В костюме ты выглядишь как другой человек. Может, это и есть смысл – стать другим. Свадьба. Все начинается красиво. Лера в белом платье, ты в костюме, который не жмет, только потому, что Эдик подобрал размер. Иваныч ведет дочь к тебе с выражением лица человека, отдающего заложника. Вы говорите слова, целуетесь, все аплодируют. Банкет, тосты. Марина плачет от счастья. Армен поднимает бокал и говорит что-то трогательное с акцентом. Пацаны наливаются быстрее, чем официант успевает подносить. Антоха произносит тост, от которого Иваныч чуть не подавился. Вован танцует так, что гости расступаются в радиусе 3 метров. Лерины подружки фотографируются. Олеся в своем мире. Вика критикует сервировку. Ты счастлив. Впервые за долгое время по-настоящему. Но в Перми счастье – это аванс, который жизнь обязательно потребует назад. Медовый месяц длится ровно до первой проблемы. Квартира от Иваныча требует ремонта. Ты доверяешь это Антохе и Вовану. Они начинают с энтузиазмом. Ломают стену, которую ломать не надо, заливают соседей, путают провода. Электрик, который пришел исправить, уходит в слезах. Ты орешь. Пацаны обижаются, они же старались. Лера терпит. Она вышла за тебя и приняла весь пакет. Тебя, твоих друзей, твою маму с Арменом, твою судимость. Полный комплект. Иваныч звонит каждый день, проверяет, не развалил ли ты еще жизнь его дочери. Пока нет. Но ремонт идет такими темпами, что вы до пенсии будете жить с голыми стенами. Мама приходит помочь. Помощь Марины – это отдельный жанр. Она одновременно готовит, командует и рассказывает истории из молодости, от которых тебе хочется провалиться сквозь пол.
Антоха и Вован влипают в историю. Серьезную. Они угоняют машину. Не специально. Ну, почти не специально. Ситуация запутанная, но факт остается фактом. Машина угнана и повреждена. А крайним оказываешься ты. Полиция приходит за тобой. На тебя оформляют дело. Угон автомобиля. Тебе, условно осужденному. Это не просто проблема. Это конец. Если докажут, ты поедешь по-настоящему. Не условно, а реально. Лера в шоке. Вы только поженились, а мужа уже могут посадить. Иваныч говорит то, что думал с самого начала. Я же предупреждал. Ты сидишь в камере и понимаешь, за чужие грехи платишь ты, как всегда. Пацаны привели тебя сюда, и пацаны же должны тебя вытащить. Суд назначен. Тебе грозит реальный срок. Лера нанимает адвоката на деньги отца. Иваныч платит, стиснув зубы. Не ради тебя, ради дочери. Антоха и Вован мучаются совестью. Впервые за весь сезон они понимают, что их действия имеют последствия. Что дружба — это не только пиво и автосервис, но и ответственность. Они сидят в сервисе, молчат и курят. Вован говорит: «Надо признаться». Антоха знает, что это значит. Для них обоих. Но выбора нет. Ты их друг. Реальный. Настоящий. Тот, кто бил армейца за Машку. Кто терпел их бизнес-идеи. Кто никогда не бросал, как бы они ни облажались. Девушка из проекта реалити-шоу объявляет: до решения суда съемки приостановлены. Камеры выключаются. Впервые за весь сезон ты один, без объективов. Антоха и Вован приходят в суд. Встают, признаются. Это мы угнали машину. Не Колян, мы. Зал замирает. Лера плачет. Иваныч впервые в жизни смотрит на пацанов без презрения, с чем-то похожим на уважение или удивление. Ты свободен. Пацаны подсудимые. Они получают условные сроки. Теперь у вас троих одинаковые записи в биографии. Условно осужденные. Банда. Не по злому умыслу, а по глупости и верности. Камеры снова включаются. Проект продолжается. Ты выходишь из суда, и Пермь встречает тебя серым небом и холодным ветром. Но рядом Лера, которая не ушла. Рядом пацаны, которые не предали. Рядом мама, которая всегда любила. И Армен, который просто рядом. Первый сезон закончился. 50 серий. Один город. Одна история. Давай подведем итоги. Колян Наумов. Начал как вор Люков, закончил как женатый человек с условным сроком и друзьями, которые ради него пошли под суд. Прогресс спорный, но живой. Лера Аборина. Дочка бизнесмена, которая влюбилась в гопника. Все говорили «не надо». Она не послушала, потому что сердце не читает резюме. Антоха и Вован. Два идиота, которые доказали, что настоящая дружба измеряется не словами, а готовностью сесть за друга. Машка. Девушка, которая любила не того. Верно и без условий. Ее наградой стало разбитое сердце. Но Машка сильная, она переживет. Эдик. Метросексуал, застрявший в Перми, как фламинго в курятнике. Валя его сломала, перековала и присвоила. Он не сопротивлялся. Валя. Человек-танк. Она не просит, она берет. Не спрашивает, а ставит перед фактом. В другом городе ее бы боялись. В Перми ее уважают. Участковый Ознобихин. Совесть района. Единственный человек, который искренне верит, что Колян может исправиться. Наивно? Может быть. Но без наивных людей мир давно бы сгорел. Базанов. Помощник, влюбленный в проститутку. Носит цветы на трассу. Верит в любовь так отчаянно, что даже грустно. Марина и Армен. Мама, которая примет все. И мужчина, который пришел торговать обувью, а остался жить. Пермская любовь не спрашивает разрешения. Сергей Иванович Аборин. Бизнесмен, который проиграл. Он не хотел Коляна в зятья, делал все, чтобы этого не случилось. Но дочь выбрала сама. И Иваныч принял. Потому что любовь к ребенку сильнее ненависти к его выбору. Он будет платить, терпеть, смотреть, как гопник ломает его мечты о приличном зяте. Но не отступит, потому что он тоже пермский. А пермские не бросают своих. «Реальные пацаны» — это не сериал про гопников. Это сериал про людей, которые живут в городе, где зимой минус 30, а зарплата 15 тысяч. Где мечты маленькие, но настоящие. Где дружба проверяется не лайками, а готовностью сесть в тюрьму вместо друга. Пермь. Город, который стал декорацией для самого честного сериала на российском телевидении. Здесь нет спецэффектов, нет голливудских улыбок. Есть панельки, автосервисы, салоны связи и люди, которые живут так, как живет большая часть страны.
Реальные пацаны признаны культурным достоянием Пермского края. Депутаты голосовали. Официально. Сериал про вора Люков стал наследием региона. Если это не пермский юмор, то что? Колян Наумов. Это ты. Это парень из соседнего подъезда. Это друг, который всегда влипает. Это сын, который расстраивает маму. Это муж, который старается, но не вывозит. Он не герой. Он просто живой. И в этом вся сила. Актеры в сериале носят свои настоящие имена. Колян — это Николай Наумов. Антоха — Антон Богданов. Вован — Владимир Селиванов. Они не играют роли. Они играют утрированные версии самих себя. Наумов в жизни переводчик и поэт. Представь, гопник с факультета иностранных языков. Богданов хотел уйти из проекта в 2018 году. Предлагал, пусть Антоха сядет в тюрьму или уйдет в монастырь. Продюсеры отказали. Селиванов исполнил песню «Зацени» для заставки. Он глубоко верующий и ведет здоровый образ жизни. Азнабихин реально служил в милиции. Иваныч в жизни владел автосервисом. Мамой Коляна стала Марина Федункив, которая превратила каждую сцену в стендап. Леру сыграла Зоя Бердер, и половина мужской аудитории смотрела сериал ради нее. Первая серия вышла 8 ноября 2010-го. Пилот не понравился самим пермякам. Они сказали: «Вы показываете нас быдлом». Но рейтинги сказали другое. Сериал занял 2-е место в топе программ для аудитории от 18 до 30. 33% доля на ТНТ. Это значит, каждый 3-й зритель канала смотрел «Реальных пацанов». 10 сезонов, 291 серия. 13 лет в эфире. Из пермской панельки в историю российского телевидения. Формат мокюментари. Камера как бы случайно ловит моменты. Никакого закадрового смеха. Никаких подсказок, где смеяться. Ты сам решаешь, смеяться или плакать. Чаще всего одновременно. Почему этот сериал стал культовым? Потому что он настоящий. Не в смысле документальный, в смысле узнаваемый. Каждый знает своего Коляна, каждый знает Антоху с безумными бизнес-идеями, каждый знает Вована, который соглашается на все, каждый знает Машку, которая любит не того. И каждый знает Леру, которая пошла против системы ради чувства. Это не Пермь, это Россия. Урал, Сибирь, Дальний Восток, Кавказ. Везде есть свои районы, свои пацаны, свои автосервисы и свои мечты, которые не помещаются в зарплату. Сериал закончился в 23-м. В финальной серии Колян поехал в госпиталь к раненым бойцам. Потому что реальный пацан — это не тот, кто крутой, а тот, кто не проходит мимо. Ты прожил эту историю. 50 серий, 1 сезон. Одна жизнь на экране, которая стала зеркалом для миллионов. Колян не стал богатым, не стал знаменитым, не уехал в Москву. Он остался в Перми. С Лерой, с пацанами, с мамой, с Арменом, с участковым, который верит в него больше, чем он сам. Это не хэппи-энд, это русский финал. Когда все сложно, но ты жив, рядом свои. И завтра будет новый день. Может лучше, может хуже, но точно твой. Если тебе зашло, подписывайся, ставь лайк. В следующем выпуске мы проживем 2-й сезон. Свадебная квартира, тесть-босс и Москва, которая не ждала Коляна. Но Колян не из тех, кто спрашивает разрешения. Он просто приходит. И начинается хаос. До встречи. Зацени.